Слава Украине, доброго дня. Вчера, 20 марта, 22:46, был обстрел торгового центра в Подольском районе. Сейчас я вот здесь недалеко нахожусь. Не могу показать. Я думаю, вы уже и видели последствия разрушения. Торговый центр пострадал, и рядом дома, которые находятся, вылетели окна. Очередной, сейчас, секунду. Очередной привет от русского мира. Как я уже в предыдущих трансляциях говорил, русский солдат воюет таким способом. То есть отправляет ракету, русский Ваня нажимает кнопочку, сам сидит где-то за сотни километров и по жилым кварталам стреляет. Так как с украинской армией не получается воевать. Ну, извините, наверное, не очень хорошо слышно, потому что ветер на улице. И я такая спонтанная трансляция. Позже я буквально сегодня сделаю небольшой ролик. Вы увидите последствия этого удара, ракетного удара по Киеву. Напишите, как меня слышно. Я пока вот иду, буду вам рассказывать. Ну, вот такие не очень приятные новости, которые были вчера, 20 марта 2022 года. Сегодня у нас 21 марта. Ну, из приятных новостей, что 19 марта, опять ветер, наверное, не слышно. Говорю, что есть и приятные новости для украинцев. Это то, что 19 марта был уничтожен заместитель главнокомандующего Черноморским флотом России Полей Андрей Николаевич. Если вы находитесь в Российской Федерации и скажете, что это фейк, можете почитать на российских сайтах. Есть информация о том, что геройски погиб, а на некоторых сайтах написано просто умер при штурме Мариуполя главный политрук Черноморского флота. Ну, почему я так обратил внимание на этого человека? Потому что он учился в Киеве, закончил училище военное в Киеве, потом отказался принимать гражданство Украины, служил в России. Ну, служил бы, да и служил, но, как пишут на российских сайтах, герой, офицер с большой буквы, воевавший в Грузии, в Сирии, ну и в Украине, как у нас говорят, как есть украинцы такой, украинцы, как говорят, что раз вы приехали на учение, вы же должны потом сдать экзамен. Он успешно этот экзамен сдал. Ну, это из приятного. А из неприятного, что продолжаются обстрелы мирного населения, жилых кварталов. Российская армия воевать с нашей армией не хочет. Вернее, хочет, но получает достойный отпор, и на этом война заканчивается. Ну, а мирное население ответить не может, поэтому тут они молодцы, уничтожили Мариуполь, Харьков, Чернигов. Ну, теперь в Киев каждый день что-то прилетает. Ну, еще предвижу комментарии, которые были к предыдущим видео комментаторов из
Российской Федерации, которые там... Пожалуйста, не пишите о детях Донбасса. У 8 лет Донецк обстреливали. Это уже было. Эту мантру уже слышали. Что-то новое пишите, пожалуйста. Потому что каждый второй комментарий это о детях Донбасса, которые украинская армия обстреливала 8 лет. Напомню вам, что в 2014 году пришли спасатели, такие как Полей Андрей Николаевич из Российской Федерации, спасать политрук Черноморского флота, который был уничтожен 19 марта, и спасали 8 лет Донбасс. Поэтому дети Донбасса, да, пострадали, конечно. Ну и, пожалуйста, Донбасс пишется, не Донбасс, как большинство из вас пишет. То есть Донецкий бассейн, буква Н, а не М. Многие пишут Донбасса. Даже не удосуживаются почитать, как же оно правильно звучит, это название. Но зато комментарии пишут о том, что вам мало, добавим там и тому подобное. Вот такое видео. Ну, что еще сказать? В принципе, сейчас в Киеве, ну как, обстановка. Ну, все волнуются, конечно, но чего хочет добиться Российская Федерация? Того, чтобы люди боялись. Боялись, уезжали, начинали какие-то высказывания или выходить на какие-то протесты, что власть не справляется, власть не может. Этого нет. То есть страха нет абсолютно. Это только добавляет ненависти к... Конечно, я не хочу говорить о всем. Я целенаправленно говорю российский, не русский. Потому что есть и русские люди вменяемые, нормальные. Я говорю о тех людях, которые... Заявки нету. Секунда, ветер. Пройду участочек. Которые приехали в Украину спасать, освобождать. То есть российские солдаты. Я уже писал, говорил и буду говорить. Российский солдат — это в первую очередь раб своего царя. Во вторую очередь это убийца, который убивает и убивал не только в Украине, в Грузии, в Сирии, в Приднестровье. То есть его задача уничтожить местное население, а потом разграбить эту территорию. Еще для информации, для комментаторов, почему вы не комментируете, ну то есть за дети Донецка, много комментариев, почему за Луганск не пишете? В Луганске не стало трамвая, отсутствует трамвай, хотя до 2014 года был. Куда он делся? Делись рельсы, на которых он ездил. Рельсы сняли и сдали на металлолом. Освободители Донбасса. Как и в других регионах, куда они пришли. Я был в Приднестровье, видел эту республику. Нищета полнейшая. Это то, что принес русский мир. Хотя жители Приднестровья, которые там проживают, они всячески хвалят и говорят, что спасибо Путину. Пропала немножко связь. Вот написали комментарий. Павел, какой такой Павел, уроженец Киева, не совсем понял. Так, на чем я остановился? Жители Приднестровья, которые там проживают, они верят, что Путин их спас, которые остались там. Им уже промыли мозги до такой степени, что... То есть... Ну, не будем на этом останавливаться. Это их выбор. Ну что,
Уже подхожу к месту назначения, куда я иду. Пишите в комментариях. Ну и хочу еще, как всегда, сказать огромное спасибо. Дякую Збройним силам України, силам тероборони, які воюють, захищають нашу державу. Не дивлячись ні на що, дають відсіч оккупанту. А оккупант, как я говорил, русский солдат, воюет с населением. Как сегодня читал обзор одного из политологов, что людей уже мало осталось, те, которые сюда, ну много, по данным, если вы в Российской Федерации проживаете, по данным украинской армии и американской разведки, потери Российской Федерации составляют на данный момент около 15 тысяч убитых, ну и раненых, то есть 30% где-то уже вышло из строя, из тех, которые на учения приехали. То есть некоторые уже научились, некоторые еще учатся, в Беларусь их вывозят, лечат. Ну и опять же, все это еще пока происходит. Ну добре, будем заканчивать. Слава Украине, героям слава. Ну и традиционно, русский солдат, иди нахуй.